Судьбоносные битвы для славян. Для всех славянских народов судьбоносными оказывались несколько битв, которые кардинальным образом меняли их судьбы, приводили к разгромам или оглушительным победам. Битва при Константинополе. В 626 году войско авар и подчиненных им славян и гепидов в союзе с персами осаждает столицу Византии. Авары давно враждовали с Византией и наносили ей ранее серьезное поражение. Пришел черед попробовать на зуб столицу изнеженных ромеев. Аварский каганат возник в Восточной Европе после переселения туда остатков орды аваров, выходцев с Алтая, иранского, тюркского или монгольского происхождения. Будучи королями степей, они оказались свергнутыми тюрками и чудом избежали геноцида, сумев уйти на запад. Обнаружив в лесах современной Беларуси и России славян, они подчинили их себе, а далее привели в Европу, используя как боевых или работных холопов, став настолько сильными, что бросили вызов Византии. Перед осадой ромей пытались вразумить кагана Авар-Баяна, обещая реки крови и тяжелейшую осаду, на что надменный авар ответил: «Я таких людей пошлю под ваши стены, что мне не жалко будет гибели хоть всех из них». Авары подошли к городу, а славяне по плану должны были на своих маленьких лодках идти вдоль берега моря, а затем заблокировать залив, после чего штурмовать стены со стороны пирсов. Авары обстреливали город с помощью осадных машин и выжидали славян. Сам по себе переход их по морю на таких утлых судах говорит о полном презрении к их судьбе, ведь немалая часть их просто перевернется и утонет. Ромеи узнали о том, что с моря их будут атаковать славяне, и на подходе к заливу блокировали славянские флотилии с помощью своих кораблей и цепей между берегами, а затем устроили им сущую бойню, поджигая лодки греческим огнем. Горящие заживо воины спасались вплавь, а на другом берегу бесновался от ярости Баян, так как его план терпит крах. Тем не менее, части славян удалось пробиться к городу, и даже этого количества было достаточно, чтобы полностью заполнить залив. А в их тыл к морской стороне уже подходят персидские войска, которые на славянских лодках должны будут переплыть на подмогу союзникам. Но штурм славян захлебнулся. Греки отлично отбивали атаки, а армянские наемники зажгли несколько факелов на стенах, якобы они захвачены. А когда славяне бросились на эти участки, то через тайные выходы армяне неожиданно атаковали славян и перерезали большую их часть. Трупы варваров, как пишут греки, густо покрывали землю в городских стен. Когда в городе ликовали, видя свои победы, с другой стороны армия авар пребывала в мрачной озлобленности. Баян посчитал разгром славян личной обидой. Штурмовать город в одиночку он не будет. Когда шла 9-я ночь осады, Баян приказал поджечь осадные машины и свой лагерь, а сам под покровом пламени и дыма отступил на север. Все было кончено, и авары впервые проиграли Византии так крупно. На другом берегу персы посчитали, что это горит взятый Константинополь, и радостно ожидали, когда их перевезут на тот берег славяне, чтобы присоединиться к победе. Но в этот момент остатки славян, которые соединились с аварами, были жестоко наказаны. Баян показательно уничтожил большинство славянских воинов-вождей, вероятно, посчитав их виновниками неудачи и поучая рабов за опоздание. Лишь небольшой группе удалось вырваться и уйти на север. Почему эта битва стала судьбоносной? После такого разгрома и притеснения со стороны и без того склонных к садизму авар, славяне поняли, что дальше так жить нельзя. Начались восстания, которые авары легко давили. Однако на самом севере их державы, Франку Само, удалось создать небольшое славянское царство, бросившее вызов аварам. Истощенные войной с франками, Византией и булгарами, авары прозевали появление царства Само. Их карательный отряд был разгромлен так оглушительно, что об этом с удивлением пишут даже хронисты далеких франков, дескать, никогда еще столько авар не гибло от меча славян. Каган был вынужден сделать вид, что не заметил поражения, и 30 лет царства Само не трогали, пока авары наводили порядок в своих владениях. Затем, набрав сил, они обрушились на него всей мощью и истребили все живое в тех местах, превратив их в пустыню. Но славяне уже не были теми легкими жертвами. В союзе с франками славяне Карантания и Балкан
поучаствуют в разгроме авар, а затем их полном геноциде, погибше Аки-Обре, все без остатка, так назовут судьбу народа авар, из-под ярма которого вышли славяне не лесные примитивные охотники, а умеющие воевать и побеждать. Они захватят всю Грецию, Восточную Европу и земли финно-угров на востоке, став самым большим этносом Европы. Получилось бы ли это, не будь того рабства и унизительного поражения авар, включившего цепочку роковых событий, большой вопрос. Битва на Калке. Киевская Русь находится в стадии острой борьбы за власть и раздробленности, однако сильна, как никогда ранее. Усмирены половцы, забыто имя печенегов, Мстислав Удалой правит железной рукой, которую боятся далеко на западе и востоке. Когда он услышал, что с востока идет какой-то жуткий народ, сокрушающий царства и племена, он ответил, что пока жив, татарской сабля на Руси не махать. И да, оказался прав, страшной правдой. В мае 1223 года Половецкое посольство сообщает, что страшный народ монголов победил Алан, а теперь изводит их народ под корень. Давайте забудем распри и все вместе выступим на дерзких пришельцев. Русские князья согласились, перспектива славы и большой добычи, а многие уже и породнились с половцами. Когда пришло монгольское посольство с мольбами о мире и призывами не мешать им воевать с давними врагами русских, послов убили, нарушив ясу Чингисхана. Теперь будут мстить яростно и жестоко. От 40 до 80 тысяч собрал Мстислав под русскими стягами. В поход собрались почти все князья южных пределов Руси. Чуть меньше оставалось у самих половцев. Никогда еще Русь не собирала такой огромной армии, которая отправилась на юг, найти и покарать монголов. Предположительно, вдвое меньшим было войско монголов. Однако этот момент уравновешивал их легендарный военачальник Субадей. Он стал автором хитрого плана, который привел к полному разгрому союзников. Русские не доверяли друг другу и еще меньше доверяли половцам, поэтому каждый тянул одеяло на себя. Армия Даниила Галицкого столкнулась с монголами первой, опрокинула их и начала гнать впереди себя, на много дней оторвавшись от войска. Другие также встречали какие-то части монголов и легко разбивали их. И невдомек им было, севшим пировать, после, как им казалось, победы над монголами, что Субадей нарочно пожертвовал небольшими частями, распылив силы русских и внушив победу. Когда захмелевшим князьям сообщили, что монголы внезапно появились у их лагеря, да еще и с огромными силами, было уже поздно. Спешно построенное войско русских было атаковано монгольскими всадниками. Половцев они быстро опрокинули и погнали на союзников, разбив строй и смешав ряды. Паника, хаос – это уже разгром. Войско дрогнуло и побежало. Его остатки укрылись в лагере русских, который монголы взяли в осаду. Решив, что тратить силы на штурм неразумно, монголы предложили им сдаться, и тогда они не прольют ни капли княжей крови. Князья подумали, что это хороший выход, ведь потом можно будет получить свободу за выкуп, а иначе их просто сожгут или перестреляют лучники. Однако мораль Запада – это не мораль Востока. Когда князья сдались, монголы схватили их, связали и бросили на землю, положив сверху доски, на которые сели пировать. Князей передавили, не пролив ни капли крови, как обещали. Это был урок, который славяне не усвоили. Монголы увидели слабость русского войска, их наивность и доверчивость, а также неумение договариваться даже друг с другом. Будь война жестче и опаснее, с большими для монголов потерями, они бы не рискнули напасть снова, как вышло в Польше или в Индии. А так, битва на Калке открыла дорогу на Русь-Батыю, который фактически уничтожил прежнее государство, повернув судьбы восточных славян совсем в другую сторону. Грюнвальдская битва. В 1410 году войны между Польшей, Литвой и рыцарством Европы вошли в фазу краха европейской экспансии. Сотни лет западные и восточные славяне, населявшие Польшу и Литву, подвергались непрерывным атакам с запада от католического мира, стремившегося навязать им свою волю. Базой для атаки стал Тевтонский орден, прямо посреди славянских и балтских народов. Он строил замки, населял его рыцарями и колонистами, которые постепенно оттесняли местное население, а затем строили еще один замок и отгоняли людей уже оттуда, когда им пытались мешать,
в ход шла рыцарская конница. Ползучая экспансия захватывала все новые и новые земли. Тевтонцы провели успешный поход на пруссов и закрепились на Балтике особенно прочно. В отчаянии от грядущего порабощения Польша и Литва заключают династический брак, в котором предполагается переход Литвы в католицизм, что должно снять основания для агрессии рыцарей. Но магистр ордена не желает терять такой жирный кусок и продолжает воевать, оправдываясь сомнениями в искренности перехода литовцев. Орден захватывает торговые пути по рекам, лишая финансовых поступлений, и явно намекает, что добровольно оттуда не уйдет. В 1409 году в литовской Жемайтии, которую недавно захватил орден, происходит восстание. Литва его поддерживает, орден грозит вторжением, но Польша сообщает, что также на стороне Литвы. Грядет война. Поляки решают, что вопрос ордена надо заканчивать навсегда. Для этого нужно разрушить их столицу. Войскам обоих стран следует тайно объединиться и напасть, а мелкими стычками удерживать рыцарей в приграничных землях. План удалось воплотить в жизнь. Под Грюнвальдом оказались вместе силы Польши, Литвы, славянских городов западных княжеств, татарская конница сына Тохтамыша, в обмен на поддержку в притязаниях на престол. Орден спешно стягивал силы туда, но уже не успевал. Тем не менее, сил у ордена было много. Им удалось создать защитную линию в ожидании врага, против хуже вооруженных литовцев были брошены тяжелые всадники, а польскую конницу остановят бомбарды. Издеваясь, магистр шлет союзникам перед битвой в подарок 2 меча. Вам они понадобятся больше. Когда грянули бомбарды крестоносцев, в битву пошли татары, но многие из них провалились в заготовленные заранее волчьи ямы. Татарской коннице пришлось отойти на помощь атакованных латниками литовцам, чтобы арканами стаскивать рыцарей с коней. Иначе остановить их очень трудно. Татарам и литовцам пришлось еще неоднократно уходить в ложное отступление, увлекая за собой рыцарей, чтобы не быть растоптанными тяжелыми всадниками ордена. В то же время русские полки держат пешими атаки рыцарей, чем заслуживают великую славу на поле боя. Польская конница на равных бьется с тевтонцами, но последние ощутимо их теснят. Поляки теряют гербовую хоруквь, затем в ярости отбивают ее назад и в свою очередь добираются до Тевтонской. Польский король вводит последние резервы в бой. И в это время литовцы с фланга обходят войско и бьют в тыл ордена. Несмотря на то, что литовцы уже потеряли половину войска, этот маневр решил исход битвы. Попав в кольцо, рыцарские силы начали резко таять, а вскоре войско обратилось в бегство. Вся верхушка ордена была убита или попала в плен. Его армия настолько истреблена, что никогда более не возродится. Однако и войско Польши, Литвы и русских княжеств истощено настолько, что им не хватило сил взять столицу, которую уже было мало кому оборонять. Орден добьют поляки через несколько лет, но уже после Грюнвальда прекратилась постоянная колонизация славянских земель и рыцарские походы за добычей под вывеской несения Слова Божия. Западные земли славян перестали подвергаться угрозе германизации и растворения, как происходило со славянами Германии. Это 3 главные битвы славянского мира в средние века. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.